Всем огромнейший привет! Сегодняшнее видео о карантине для кроликов. Ну или как я его называю, карантинная зона. Нужен карантин кроликам или не нужен? Имеет ли он какое-то преимущество или он абсолютно бесполезен? Давайте разбираться. Погнали! В моем случае карантином или карантинной зоной является вот такая вот клетка. У меня их 3 штуки, ну на всякий случай. Клетка легкая, клетка переносная, поэтому я могу самостоятельно ее унести в любую часть своего хозяйства. И при этом мне какая-либо дополнительная помощь в переноске этой клетки уже не потребуется. Эта клетка имеет пару больших преимуществ. Первое преимущество: она защищает наше хозяйство от проникновения различных заболеваний со стороны, ну то есть с улицы. Ну и второе преимущество: она защищает наше хозяйство от распространения различных заболеваний внутри нашего хозяйства. Ну а теперь немножко подробнее об этих преимуществах. Что касается первого преимущества, защиты от проникновения различных заболеваний со стороны, ну это приблизительно так. Вы купили кролика, либо вам его подарили, и вы на радостях, вы довольны, вас переполняют эмоции, вы везете его домой, привозите, и тут многие из вас совершают одну грубейшую ошибку. Вместо того, чтобы посадить вновь прибывшего кролика вот такую вот карантинную клетку, чтобы он там просидел 2-3 недели, мы за ним понаблюдали, не вылезут ли, не всплывут ли у него какие-нибудь заболевания, которые впоследствии могут привести к заболеванию, да, вашего основного поголовья, и чего хуже, чтобы не привело это к летальному исходу вашего хозяйства. Вместо этого вы прямиком несете этого кролика вновь прибывшего и садите его в основное хозяйство. А если кролик больной? И потом через некоторое время, там, да, через день-два, может быть через неделю, ваши кролики начинают болеть, ваши кролики, не дай бог, начинают погибать. И вы начинаете в панике искать причину. А причина достаточно проста. Кролик был больной. Можно даже больше сказать, у него была какая-то инфекция, которая распространилась на ваше основное хозяйство, и тем самым вы стали терять своих кроликов. Однажды я наблюдал такую картину, видел ролик на ютубе. Человек занимается кроликами не 1 год. Он сделал ролик, что вот он купил кролика, все счастливы, все довольны, все ему аплодируют, в комментариях только положительные эмоции. Он привозит его к себе домой, вот так вот у него стоят клетки. И он, где все его кролики, садит вновь прибывшего кролика. Все молодец, все хорошо, все прекрасно. И ни в одном комментарии я не увидел, у него никто не спросил, а почему карантин, ничего не делаешь. Ну, ладно. И буквально через несколько дней, дня через 3, наверное, 4, он выпускает второй ролик, название наподобие «Потери в хозяйстве». И он говорит о том, что он стал, вот буквально не сегодня, не вчера, терять кроликов по неизвестной какой-то там причине. То есть, а причина, скорее всего, была банальна и проста. Кролик, которого он привез, был больной. Он его посадил в основное хозяйство, и инфекция от этого кролика стала распространяться на всех остальных, и кролики стали гибнуть. Какая уж там инфекция, я не знаю. Вот. Поэтому, чтобы у вас такого не было, как было у этого человека, никогда так не делайте, не берите этого кролика вновь прибывшего и никогда не сажайте его в первый же день, когда вы его привезли к основному хозяйству. Всегда садите его вот такую вот карантинную клетку, тем самым вы избежите очень-очень много разных проблем. Что касается второго преимущества распространения заболеваний внутри хозяйства, ну тут все очень просто, как дважды два. То есть в вашем хозяйстве, внутри вашего хозяйства заболел кролик. И чтобы инфекция, если это инфекционное заболевание, не распространилась на ваше основное поголовье, вы его берете просто и отсаживаете вот такую вот карантинную клетку. Ну и потом за ним, естественно, наблюдаете и принимаете решение, будете ли вы лечить этого кролика или наоборот просто от него избавитесь. Ну а теперь, друзья мои, давайте подытожим. Так все-таки нужен карантин кроликам или не нужен? Мой ответ однозначный. Карантин кроликам 100% нужен. На этом все, друзья. Пока-пока.